Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых загадочных и малоизученных тем, волнующих человечество на протяжении веков. Что же происходит с душой человека после смерти? Почему различные религии и культуры предлагают свои версии посмертного существования и насколько они близки к истине? Мы рассмотрим с вами христианские представления о 9 днях и 40 днях, изучим альтернативные эзотерические теории и попытаемся разобраться, какие тайны скрываются за этим мистическим процессом. Приготовьтесь узнать, что действительно может ждать нас по ту сторону жизни и как наши действия здесь, на Земле, могут повлиять на наше посмертное путешествие. После смерти душа человека, согласно различным религиозным, культурным и эзотерическим традициям, проходит через несколько этапов и процессов. В зависимости от верований и учений этот процесс может варьироваться. Давайте рассмотрим, как же это в христианстве. Христианство, одно из крупнейших мировых религий, предлагает специфическое представление о посмертном существовании души. Согласно христианскому учению, после смерти человека его душа продолжает существовать, проходя через несколько ключевых этапов. Первые дни после смерти особенно важны для души и ее близких. В этот период проводятся различные религиозные обряды, направленные на помощь душе в ее переходе в Царствие Господне. Считается, что душа покойного остается на земле в течение 9 и 40 дней. Первые 9 дней после смерти особенно значимы. Душа прощается с земным миром, посещая места, которые были ей дороги при жизни. Этот период сопровождается молитвами, поминальными службами, направленными на поддержку души в ее путешествии. Согласно христианскому верованию, на 40-й день душа окончательно переходит в Царствие Господне, где предстоит ждать страшного суда. Этот день считается кульминацией, когда завершаются основные поминальные обряды. 40-й день символизирует конец периода земных привязанностей и начало нового этапа вечной жизни. Число 40 имеет глубокое символическое значение в христианской традиции. Оно многократно упоминается в Библии и связано с важными событиями. Например, Бытие 7:12. 40 дней и ночей шел дождь во время великого потопа, очищая землю от грехов. Или Исход 24:18. Моисей провел 40 дней на горе Синай, получая от Бога 10 заповедей. Или Матвей 4:2. Иисус Христос постился 40 дней в пустыне, готовясь к своему служению. Эти примеры подчеркивают символику числа 40 как периода испытаний, очищения и подготовки к новому этапу. В контексте посмертного существования души 40 дней представляют собой время, необходимое для ее перехода в иной мир и окончательного определения ее судьбы. Поминовение умерших играет важную роль в христианской культуре. Обряды, связанные с памятью об усопших, помогают живым справиться с утратой и поддерживают душу в ее посмертном путешествии. Основные обряды включают отпевание – это церемония, проводимая сразу после смерти человека, направленная на прощение его грехов и молитву за его душу. Далее поминальные службы проводятся на 3-й, 9-й и 40-й день после смерти, а также в годовщины и другие памятные даты. Эти службы включают молитвы и чтение священных текстов. Далее посещение могилы. Традиция, связанная с уходом за местом захоронения и молитвами за упокой души. Эти обряды подчеркивают важность коллективной молитвы и поддержки души в ее переходе в иной мир. Важной частью является также приготовление и раздача поминальной пищи, что символизирует милосердие и заботу о ближних. Для верующих христиан обряды и традиции, связанные с поминовением умерших, имеют глубокое духовное значение. Они не только помогают справиться с утратой, но и укрепляют веру в вечную жизнь и милосердие Бога. Поминальные обряды служат напоминанием о том, что жизнь не заканчивается со смертью, а продолжается в другом измерении.
Вера в то, что молитва и добрые дела могут помочь душе усопшего достичь Царствия Господня, поддерживает верующих в трудные моменты и вдохновляет на духовное развитие. Таким образом, христианские представления о посмертном существовании души, число 40 и связанные с ним обряды и традиции создают целостную картину религиозного восприятия жизни и смерти, укрепляют духовные связи и помогают поддерживать память об усопших. Религиозные представления о том, что происходит в душе после смерти, часто критикуются за отсутствие точных и достоверных подтверждений. Несмотря на многовековую традицию и значительное количество писаний и учений, конкретные детали посмертного существования остаются неопределенными. Многие исследователи и критики указывают на то, что эти представления основаны на интерпретациях и верованиях, а не на объективных данных или научных фактах. Христианские тексты, такие как Библия, содержат многочисленные упоминания о загробной жизни, однако они нередко, к сожалению, противоречат друг другу и оставляют много вопросов без ответов. Например, описание рая и ада как мест вечного блаженства и страдания различаются в зависимости от источника и времени написания. Это создает значительные трудности в понимании и принятии единого взгляда на посмертное существование души. Критика священнослужителей также касается их склонности использовать неопределенные термины и предположения для объяснения посмертного существования души. Часто священники говорят о том, что душа отправляется в место, уготованное Господом, или что Господь выносит справедливый суд над душой. Однако такие утверждения не подкреплены конкретными доказательствами и часто оставляют верующих в состоянии неопределенности. Многие из этих объяснений основаны на мистических и символических интерпретациях священных текстов. Например, число 40, как мы уже упоминали, имеет важное символическое значение, но его связь с конкретными событиями в жизни души после смерти остается туманной. Священнослужители часто прибегают к таким терминам, как «вероятно», «возможно», «наверное», что, к сожалению, лишь усиливает ощущение неопределенности и вызывает сомнения в достоверности их утверждений. Сомнения в необходимости и действенности религиозных обрядов и ритуалов также являются важной частью критики религиозных представлений. Многие исследователи и критики задаются вопросом, действительно ли обряды, такие как отпевание, поминальные службы, молитвы, имеют какое-то реальное воздействие на судьбу души после смерти. Некоторые считают, что эти обряды больше служат для утешения живых, чем для помощи усопшим. Молитвы и ритуалы могут иметь психологический эффект, помогая близким справиться с утратой и чувством вины. Однако их эффективность в изменении посмертной судьбы души остается спорной. Также стоит отметить, что обряды и ритуалы часто являются источником дохода для религиозных организаций. Критики указывают на то, что финансовая сторона вопроса может влиять на активное поддержание и продвижение этих практик. Религиозные структуры могут использовать страх перед загробной жизнью и необходимость соблюдения ритуалов для укрепления своей власти и финансовой стабильности. Одна из альтернативных концепций посмертного существования души заключается в идее возвращения души в родовую структуру. Согласно этому представлению, после смерти душа не сразу отправляется в рай или в ад, как это принято считать в христианстве, а возвращается в своеобразное энергетическое поле или коллективное сознание своего рода. Это пространство служит местом, где душа может существовать и проходить различные стадии очищения и подготовки к следующему этапу своего пути. Родовая структура рассматривается как место, где души предков продолжают существовать и оказывать влияние на живых членов семьи. Здесь душа может находиться в состоянии покоя, но также может взаимодействовать с родовыми энергиями, помогая своим потомкам и передавая им накопленные знания и опыт. Это представление о посмертном существовании подчеркивает важность связи между поколениями и продолжение жизни через родовую память и традиции.
Эмоциональная привязанность живых родственников может значительно влиять на посмертное существование души. В некоторых случаях сильная эмоциональная связь или горе могут удерживать душу на земле, мешая ей перейти в родовую структуру или иной мир. Это явление часто называют привязанностью души и считают, что оно может быть причиной различных энергетических и психологических проблем у живых. Примеры таких ситуаций включают случаи, когда родственники непрерывно оплакивают умершего, держат его фотографии, личные вещи, что создает энергетическую привязку и не дает душе покинуть земной план. В результате душа может застрять между мирами, испытывая дискомфорт и нехватку энергии. Для разрешения этой ситуации рекомендуется проводить специальные ритуалы прощания и отпускания, которые помогут душе спокойно перейти в иной мир. Реинкарнация – это идея, что душа после смерти не уходит в вечный покой, а вновь воплощается в новом теле. Эта концепция широко распространена в индуизме, в буддизме и других восточных религиях, а также находит отражение в различных эзотерических учениях и философиях. Реинкарнация предполагает, что душа проходит через множество жизней, каждая из которых служит уроком и возможностью для духовного роста и развития. Согласно этой теории, каждое новое воплощение души определяется ее кармой, совокупностью действий и поступков из прошлых жизней. Карма влияет на обстоятельства и условия следующего рождения, предоставляя душе возможность продолжить свое путешествие и решить незавершенные задачи. Реинкарнация также объясняет феномен дежавю и ощущение, что человек уже проживал определенные моменты или ситуации. В некоторых случаях душа может не сразу воплотиться в новом теле, а пройти через этапы очищения и подготовки в межжизненном пространстве. Это время используется для анализа предыдущих жизней, осознания ошибок и планирования следующего воплощения. Души могут выбирать определенные уроки и задачи, которые помогут им в дальнейшем в духовном развитии. Феномен энергетического фантома представляет собой концепцию, согласно которой после смерти человека на Земле остается его энергетический отпечаток или фантом. Этот фантом – это своеобразное остаточное энергетическое поле, которое содержит информацию о жизни и личности умершего. Согласно некоторым теориям, этот фантом может остаться в нашем мире до 40 дней, постепенно теряя свою силу и растворяясь. Энергетический фантом можно представить как тонкую энергетическую оболочку, которая все еще сохраняет связь с земным планом. Он может быть воспринят чувствительными людьми, медиумами или в местах, связанных с умершим человеком. В это время фантом может взаимодействовать с окружающими людьми, особенно с теми, кто был близок к умершему. Такие взаимодействия часто воспринимаются как ощущение присутствия, сны или явные видения умершего. Этот феномен может объяснить случаи, когда люди чувствуют присутствие своих умерших родственников в первые дни после смерти. Считается, что фантом постепенно теряет свою энергию и окончательно исчезает по мере того, как душа перемещается в иной мир или возвращается в родовую структуру. Физические и энергетические аспекты посмертного существования души часто пересекаются с религиозными и духовными представлениями. Научные исследования в этой области остаются ограниченными, но некоторые гипотезы основываются на законах физики и биологии. После смерти физическое тело начинает распадаться, а его энергетическое поле или аура может временно сохраняться. Этот процесс можно рассматривать с точки зрения энтропии, тенденции к увеличению беспорядка в системе. То есть постепенное распадение фантома можно объяснить как процесс уменьшения организованной энергии. Некоторые исследования показывают, что живые организмы излучают слабые электромагнитные поля. После смерти эти поля могут оставаться на какое-то время, создавая феномен фантома. Со временем электромагнитные поля рассеиваются и энергетический фантом исчезает.
Квантовая физика предлагает гипотезы о природе сознания и его взаимодействии с физическим миром. Одной из таких гипотез является теория о том, что сознание может существовать вне тела в форме квантовой информации. После смерти эта информация может временно сохраняться в окружающем пространстве, прежде чем полностью рассеяться или перейти в другое состояние. Религиозные представления о посмертном существовании часто включают идеи о промежуточных состояниях души и переходах между мирами. Число 40, часто упоминаемое в христианстве, связывается с периодом очищения и подготовки души к переходу в иной мир. Этот период может отражать временное сохранение энергетического фантома, которое постепенно исчезает, как это описано в физических теориях. Понимание энергетического фантома и физических процессов после смерти может помочь живым более осознанно подходить к процессу прощания и отпущения умерших. Ритуалы и обряды, связанные с поминовением, могут играть важную роль в поддержании эмоционального и психологического благополучия родственников. Эти практики помогают живым отпустить душу умершего, позволяя ей спокойно уже перейти в иной мир. Одна из наиболее интересных мистических концепций о посмертном существовании души заключается в процессе коррекции, который происходит в структурах, называемых адом и раем. В этой концепции ад и рай представляют собой не только конечные места пребывания, сколько промежуточные стадии, где душа проходит коррекцию и очищение перед следующим воплощением. Согласно этой идее, после смерти душа перемещается в своеобразное энергетическое пространство, где начинается процесс оценки ее прошлой жизни. В зависимости от накопленных заслуг и грехов, душа подвергается различным испытаниям и очищению. Этот процесс может включать переживание тех же страданий, которые душа причинила другим, а также получение поддержки и утешения за добрые дела. Ад и рай в этом контексте можно рассматривать как энергетические области с различными вибрациями. Ад – это область низких вибраций, связанная с негативными эмоциями и страданиями, тогда как рай – область высоких вибраций, связанная с миром, любовью и радостью. Душа, проходя через эти области, получает возможность пересмотреть свои поступки, осознать свои ошибки и подготовиться к новому воплощению с очищенным и обновленным сознанием. Еще одной важной мистической концепцией является возможность души стать хранителем рода или ангелом, служащим кармической системе. Эта идея основывается на уровне духовного развития и заслуг, накопленных душой в течение множества воплощений. Души, достигшие высокого уровня духовного развития и заслужившие своей жизнью доверие и уважение, могут стать хранителями своего рода. Такие души остаются в родовой структуре и помогают своим потомкам, направляя их, защищая и поддерживая в сложных ситуациях. Они действуют как духовные наставники, помогая своим родственникам избегать ошибок и принимать правильные решения. Еще одной возможностью для развитых душ является служение в качестве ангелов кармической системы. Эти души становятся своего рода служителями божественной или кармической справедливости. Они помогают поддерживать баланс и порядок в мире, следят за выполнением кармических законов и могут вмешиваться в жизнь людей для их направления и защиты. Ангелы могут выполнять различные роли, от личных хранителей до ангелов-воинов, защищающих мир от негативных энергий. Эти мистические и эзотерические концепции не только предлагают альтернативные взгляды на посмертное существование, но и влияют на современное мировоззрение. Они подчеркивают важность духовного развития, добрых дел и самосовершенствования. Вера в реинкарнацию и возможность посмертного служения в качестве хранителя или ангела вдохновляет многих людей на поиск смысла жизни и стремления к духовному росту. Одной из ключевых задач, которая стоит перед нами, является необходимость критического осмысления религиозных традиций и представлений. Не следует слепо принимать на веру все, что нам говорят священнослужители или религиозные тексты.
Важно задавать вопросы, искать ответы, читать различные источники и делать собственные выводы. Религия часто служит источником моральных и этических норм, но она также может быть окружена мифами и догмами, которые требуют переосмысления и критического анализа. Важно помнить, что истина всегда сложнее и многослойнее, чем кажутся простые ответы. Каждая минута нашего времени на Земле драгоценна, и нам с вами нужно стремиться жить осмысленно, развивать свою душу и стремиться к духовному росту. Важно искать гармонию и баланс между материальным и духовным, делая добрые дела, помогая другим, а также совершенствуя себя. Осознанная жизнь – это жизнь, наполненная смыслом, радостью и благодарностью. Стремление к духовному развитию не только улучшает нашу собственную жизнь, но и оказывает позитивное влияние на окружающих нас людей и мир в целом. Очень важно понимать, что наша жизнь – это ценнейший дар. Суетные мысли никогда не должны преобладать. Завершение своего жизненного цикла естественным образом, без насильственного вмешательства, является важной частью нашего духовного пути. Важно искать поддержку у близких, друзей или профессионалов, если вы сталкиваетесь с трудностями. Всегда есть выход и всегда есть возможность найти решение и продолжить свой путь к духовному росту и самосовершенствованию. Суицид не только не решает проблем, но и может привести к серьезным последствиям для души, включая задержку в духовном развитии и неопределенные кармические задачи. После смерти близкого человека очень важно уметь отпускать его душу. Эмоциональная привязанность может удерживать душу на земле и мешать ей переместиться в иной мир. Помните, что душе нужно продолжать свой путь, и наше сожаление, боль и привязанность могут создавать преграды для этого перехода. Вместо того, чтобы держаться за прошлое, лучше вспоминать о человеке с любовью и благодарностью, помогая его душе найти покой и переместиться в свою родовую структуру или в иной мир. Это не только помогает душе умершего, но и приносит нам самим внутренний мир и гармонию. В конечном итоге, что происходит с душой после смерти, остается в значительной степени вопросом веры и интерпретации. Различные учения и традиции предлагают свои ответы, и каждый человек может выбрать то, что ему ближе, что дает утешение и надежду. Благодарим, что досмотрели наше видео до конца. Мы надеемся, что эта информация была для вас полезной и дала повод задуматься о многих важных вещах. Помните, что критическое осмысление, духовный рост и гармония в жизни – это ключи к истинному пониманию и внутреннему покою. Не забывайте отпускать души ушедших, чтобы они могли найти свой путь в иной мир, а сами стремитесь жить осознанно и с пользой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь своими мыслями в комментариях. Нам важно ваше мнение, и мы всегда рады вашим откликам. Впереди еще много интересного контента, так что не пропустите наши следующие выпуски. До новых встреч, живите с пользой и гармонией.